Всем привет! Я продолжаю рассказ о своей новой машине. Это Hyundai Santa Fe 2.2 турбодизель. Я проехал на ней более 10 тысяч километров, и это мой рассказ о том, что мне понравилось в этой машине, а самое главное о том, что нет. Ссылки на предыдущие части смотрите в описании к ролику внизу. Я ни разу не слышал работы двигателя в салоне. Я даже отважился записать весь вот этот рассказ, находясь в движении, потому что реально мотора не слышно. При том, что тут не супер-пупер какая-то шумоизоляция, это Hyundai, это не Mercedes, а в Mercedes говорят слышно мотор. Даже открыв окно, вон, ветер слышно, мотор не слышно. А это дизель. Этот дизель слышно тогда, когда подходишь к подкапотному пространству и особенно его открываешь. Поднимаешь капот, да, слышно, что это мотор дизельный, и что он тарахтит, он там прыгает, даже как-то непонятно, надо будет сказать дилерам при очередном ТО, что он вообще так прыгает там. И для меня это удивительно. Мотор вот реально там колбасит внутри, даже на холостых. Но она тянет, она валит, она не напрягается ни на каких горках, ей по барабану спускаться, подниматься. То есть вот реально адекватная, реально сбалансированная мощность мотора, сбалансированная трансмиссия, то есть вот это 8-ступенчатый автомат. Опять-таки мы выбирали только автомат. Никаких вариаторов больше никогда в моей жизни не будет. Только автомат. Там робот, механика, что угодно, но вот только не вариатор. Так вот здесь реально можно нажимать как хочешь, куда хочешь, и все вроде едет и адекватно отзывается. Это мне очень понравилось. Мне понравился расход, мне понравилась динамика, мне понравился комфорт в перемещении в этой машине. Я проезжал по 800, по 1000 километров за участок и, в общем-то, особо не напрягался. В этом есть достоинство салона, наверное, эргономика, сиденья приятные. Не знаю, да, удобный салон, это я еще как-то немножко расскажу. Но многие в обзорах начали говорить о том, что вот, Hyundai там сюда напичкала кучу электроники, которая помогает, и этим начало брать там на себя этот рынок. Да, реально здесь куча электроники. Да, реально тут система ассиста удержания полосы. И она реально вот постоянно рулем рыскает. И первые километров, наверное, 100, а может быть 500 дороги я ехал и постоянно боролся с рулем. Я еду вроде как ровный участок, а он мне что-то рыскает. У меня постоянно в руках что-то дергается. Меня это бесит. Но потом, когда я проехал еще 500 километров с этим рысканием, я к нему привык. И, честно говоря, я пробовал несколько раз отключать эту систему, и мне ее уже не хватает. Не говоря уже о том, что на горных серпантинах без этой системы засыпающему водителю обойтись просто никак нельзя. То есть эта система реально тебе предсказывает движение дороги. Да, конечно, при наличии разметки. Да, конечно, ей надо видеть эти белые или желтые полосочки, и после этого она среагирует на всю эту систему. Но в большинстве случаев, практически в 90% времени, она видела все дороги, даже польские дороги, которых нет. Да простят меня поляки, пусть сами выйдут подальше, чем за 100 километров от Варшавы, и увидят, что в Польше нет дорог. Так вот, она даже на отсутствие дорог видела эту порог. И она постоянно пыталась рулить по этой дороге. То есть она не может держать дорогу ровно. Она постоянно рулем пытается что-то, куда-то тебя подправить, твое движение. Да, поначалу это бесит, но потом я понял основной плюс вот этой всей системы. В том, что когда ты едешь долго, в особенности, да и вообще, на самом деле, вот езда в машине, ну, это скучное занятие, да, ты едешь один, там, в основном, скучно тебе, а тут с тобой машина общается, она тебе дает позывные, типа, чувак, я тут, нет, не засыпай, и там остальное. То есть, реально, да, ты вот как живым организмом, то есть, ты реально что-то держишь, которое, вот, не тупой кусок железа, а вот в ней немножко мозгов есть. Назовем это искусственным интеллектом или чем-то, но вот сам факт, вот ее ответная реакция, пускай, может быть, поначалу она непривычная, потом привыкаешь, и мне она очень понравилась. Я ее больше никогда не выключаю, хотя говорят, даже ее выключаю, не выключаю, она все равно включается. Но вот я ее не выключаю, и она мне нравится. Она реально правильно держит траекторию, она реально держит полосу. На какой бы мы дороге, на какой бы скорости ни ехали, эта вся система вся включалась.
Единственное, что вот я упоминал о том, что у нас нету включенной с завода системы указания дорожных знаков, и хотелось бы, конечно, посмотреть, как она работает, насколько она качественно работает, насколько она работает в разных условиях. Но вот, к сожалению, мы ее пока не включили, пока еще вот на ТО ехать не надо. Хотя это тоже отдельная тема, когда ехать на ТО и какое ТО считать первым. Вообще по регламенту ТОшки здесь проходятся через 15 тысяч километров, что в принципе очень здорово, то есть в плане экономичности, затрат и тому подобное. Каждые ТО чередуются, насколько я понял, по ценам. То есть первое ТО подешевле, второе ТО подороже, третье опять ТО стоит столько же, сколько первое. И вот так вот это все переходит. Нам пока на ТО ехать рано, у нас 9 тысяч с лишним километров, ТО будет 15 тысяч километров. Вот. Но мы не ездили на нулевое ТО. Это еще одна российская фишка. Вы купили машину, и вам надо перед первую 1000 проехать на нулевое ТО. Ну, так как получилось, что мы купили машину и уехали из России, но об этой фишке как бы помним, что вот есть нулевое ТО, и нам сказали, вот, не дай бог, вы не приедете на нулевое ТО, да вас решат гарантии и тому подобное. Ну, не так серьезно, но вот примерно так и сказали. И мы, оказавшись совсем не в России, начали искать дилеров Hyundai, чтобы сделать нулевое ТО. На нас посмотрели как на идиотов и сказали, что мы не в первый раз в жизни слышим, что вы нас хотите. Вам надо масло поменять, вам надо обслужить машину. Не-не, нам надо посмотреть, правильно ли вы скрутили машину, правильно ли залили масла во все системы. У нас вообще есть масла в моторе или нет? Вот на нас посмотрели как на идиотов и сказали, что нет, у нас нет никакого нулевого ТО. После этого мы связались с российскими дилерами и спросили, ребят, а ТО нулевое надо или не надо? И они сказали, ну нет, не так уж и надо. То есть мы так просто перестраховавшись, посмотреть, залили вам реально ли масло и подкрутили ли вам колеса на заводе. Ну, в общем, нулевое ТО мы не проходили. И сейчас поедем только в 15 тысяч, скорее всего, хотя, может быть, и раньше съездим с нашими вот этими прибамбасами, с включением системы дополнительной опознавания знаков и с выставлением фар. Мне, опять-таки, все системы помощи, которые есть в этой машине, мне понравились. Я не могу не сказать, то есть не могу сказать ничего плохого ни об одной системе, которая здесь стоит. То есть все вроде, опять-таки, по уму. Вообще, вот вся эта машина мне именно понравилась вот этим балансом. То есть первый баланс, который, конечно же, важен для каждого зарабатывающего деньги человека, это баланс цена-качество. То есть реально в этой машине есть баланс цена-качество. То есть за эти деньги получаешь машину, нашпигованную всеми современными системами, и они в целом работают. Опять-таки, во многих обзорах обзорщики говорили, что меняется динамика, меняется отклик рулевого управления в зависимости от режимов. Эко, спорт, смарт, комфорт. И она меняется, становится руль чуть острее, чуть тупее. Вот на эко вообще почему-то из них никто не мог ездить, да, потому что вы проедете на ней 1005 километров, потом вы поймете, что это супер режим. Вот, он ничего не жрет, она едет нормально, газку чуть побольше поддал, она вообще все идеально. Руль крутится, не знаю, абсолютно отзывчиво, но слышно, как руль крутится. То есть, когда машина вообще холодная, или если температура, я не знаю, что будет зимой, но если температура за бортом там такая прохладная, не супер лето, то когда садишься в машину и вот первые моменты выезжаешь с парковки, ты руль крутишь довольно интенсивно в разные положения. Так вот, не просто слышно электроусилитель руля, а такое ощущение, что ты его и крутишь педалями какими-то. То есть реально слышно этот электроусилитель. Потом в процессе, когда все нагревается и все приходит в свою норму, электроусилитель не так слышно, но слышно, как трется пластик. А пластик, то есть небольшой вот эффект такой соприкосновения есть. То есть руль вот не бесшумный. То есть есть ощущение шумности вот самого рулевого управления. Не знаю, это больше относится к электроусилителю или это относится к самому вот пластику, как к компоновке машины. Но вот есть такое замечание, что вот руль как-то работает не совсем комфортно.
Ну вот мы немножечко проверили внедорожные качества, развернулись на небольшом пятачке, вроде база у машины довольно-таки длинная, но при этом нам удалось развернуться практически в одной колее на этом бездорожье, и, в общем-то, мы даже не застряли, нам не пришлось бежать за трактором, хотя впереди была большая лужа, и это мы побоялись туда поехать. Ну, в общем-то, речь не об этом, речь сейчас пойдет все-таки о салоне. Самое продолжительное время, наверное, водитель находится, конечно же, в салоне, и ему важно осознавать весь комфорт, понимать органы управления машины. В целом, когда мы увидели эту машину первый раз, все, как обычно, понравилось. Я уже говорил немножко о навигации, о салоне, о каких-то дополнительных функциях. Из органов управления я не понимаю, зачем вывели сюда вентиляцию сидений, нагрев сидений, нагрев руля и, соответственно, для правой стороны то же самое. Зачем эти кнопки вот здесь? Они мне не нужны ежесекундно, и каждый раз, когда я пытаюсь сюда пробраться, например, за телефоном, который лежит здесь, я нажимаю автоматически рукой кнопку либо обогрева, либо такого обогрева, то есть что-то я нажимаю. Эти кнопки вообще здесь нахрен не нужны. Вот кнопки вентиляции и работы кондиционера, да, здесь отлично вписываются, они удобны. Вот они нажимаются кнопочкой, когда у тебя рука где-то здесь. Ну, вот это мне непонятно было. Красиво, но вот не функционально совсем. Про зарядки я уже говорил, зарядки странные, но вот что очень грамотно было сделано, и это сделано по всей машине в салоне, это вот эти резиновые коврики во всех местах, где можно что-то складывать. То есть вот эти коврики все вынимаются, вот они отдельно, каждый коврик снимается, притом он зафиксирован, его можно помыть. Опять-таки, машина семейная, периодически становится в крошках, пластилине, в каких-то объедках, печеньках, и вот это все очень легко отсюда достается, это все легко моется, и потом опять принимает достаточно новый вид. Это мне очень порадовало, и эти коврики везде, то есть все ниши, где только возможно, вот в ручках такой коврик стоит, притом в каждой ручке, в передней, задней, вот здесь коврик стоит резиновый, он тоже вынимается, тоже моется, то есть здесь внутри все, вот эти коврики все сменные, то есть, ну, молодцы, в этом плане не придерешься, очень здорово. Очень понравилась система парковки, система визуального контроля за парковкой. То есть вот эти все камеры со всех сторон, интеллектуальная вот эта система воссоздания вида сверху машины. Конечно, очень удобно, особенно в ограниченном пространстве. Вот сейчас, где я разворачивался, это просто супер вещь. Виды все спереди, сзади, сбоку. Машины полусферы, передние и задние. Очень все здорово. Режим задней камеры, то есть когда едешь вперед, ты можешь включить на постоянку обзор сзади, и вот это будет играть своего рода вид зеркала. Опять-таки, когда багажник весь был забит, периодически вот включали, ну и так прикольно посмотреть, кто за тобой едет, как близко подъезжает. То есть вот эти все камеры очень понравились. Систему интеллектуальной парковки я, честно говоря, не проверял. И не очень хочу проверять, я и сам умею парковаться. Да, может быть, кто-нибудь когда-нибудь где-то применит эту систему автоматической парковки. Это больше, видимо, сейчас как продажная опция. Не знаю, как она работает, и даже проверять не хочу. Лишний раз царапать свою машину. Может, даже она припаркуется отлично, но в тех условиях, когда обычно приходится парковаться, никакой интеллектуальный робот с этим не справится. В целом, музыка мне понравилась. Навигация сделана топорно, она работает. Я больше всего не пойму, почему я покупаю машину в 2019 году, а навигация у меня непонятно какого, наверное, 17-го года выпуска или что-то в этом роде. То есть куча дорог, ну, например, мы были в Европе, и куча европейских дорог, их просто нет. Куча наших дорог нет, которые были построены недавно. То есть, ну, в принципе, могли бы обновить систему, когда ты покупаешь новую машину, дайте мне актуальную на сегодняшний день систему навигации. Ну, опять-таки, надо будет приехать, и цена за это возьмут, наверное, дополнительные деньги, чтобы ее обновить. Но вот сам факт, что как-то было бы приятно, раз уж вы метите в какой-то там супер премиум класс, сделайте что-нибудь. Хотя все остальные фирмы делают так же, поэтому, видимо, взятки гладкие со всех. В целом, в салоне очень понравилась сама эргономика сидений. Сидеть было приятно, я за всю дорогу ни разу не уставал, спина у меня не болела, хотя бывает часто, что
сидеть неудобно. Вот здесь мне все понравилось. Можно сидеть высоко, можно сидеть низко. То есть все регулировки, они запоминаются на два водителя. Как я говорил, что все, кроме руля, она запоминает. Удобно, но могли бы сделать, и чтобы руль тоже двигался автоматически и запоминался. Многие говорили в обзорах, что у этой машины есть такая вот кнопочки здесь дополнительные, вот с этой стороны. Это функция регулировки сидений, то есть она ездит вперед-назад, отклоняется спинка. Опять-таки, при наличии маленького ребенка, который обычно сидит вот с правой стороны на заднем сидении, это тоже очень удобно. То есть ребенок ложится, спит, сиденье его раскладывается, то есть можно в это время подвинуть это сиденье вперед, никуда не залезая там, через всю машину, то есть буквально онлайн. Также там, не знаю, он заверещал что-то, ну то есть очень удобно вот эти функции, конечно. Но в то же время, опять-таки, этот же маленький ребенок начинает периодически дотягиваться до этих кнопок и играться этим сиденьем. То есть палка о двух концах, вроде как удобная, ну а вроде как тоже неприятная. Опять семейная суперфункция, это вот эти шторки сзади, которые были в штатном режиме. То есть это входит шторка в комплектацию. Супер вещь, потому что, опять-таки, солнце ему не светит в глаза, он спокойно спит. То есть обычно приходилось на машинах, где нет таких шторок, ставить какое-то устройство, которое загораживает свет. И даже при наличии тонировки, опять-таки, штатная тонировка довольно-таки темная, но все равно. То есть свет, солнце мешает ребенку, и вот эти шторки спасали. Они же спасали от ветра, то есть приоткрытое стекло всегда не задувало ребенку в лицо, в глаза и все остальное. Понравился задний ряд сидений. Задний ряд сидений, он складывается, двигается по выносу сидений. Это, в принципе, очень удобно. Больше всего, конечно, понравился штатный пролет. То есть при отодвинутом сидении, при нормальном положении переднего сидения, сзади места реально дохренища. Ребенок, вот, например, ложится, вот его кресло отодвигается, то есть ножки не мешает. То есть вот это в предыдущей нашей машине, в принципе, которая считается классом получше, этого не было, там расстояние между сиденьями намного меньше. Ну и самое главное, наверное, для всех обзорщиков, это багажник. То есть, я не знаю, там все упираются в количество места в этом багажнике, пытаются туда залезть, там пытаются как-то его измерить холодильниками и всем остальным. Мы смотрели большой багажник, потому что мы любим куда-то поехать с семьей. Это много вещей всегда, 2 детей, какой-то велосипед, коляска обязательно, холодильник какой-то маленький переносной. Ну, то есть места должно быть много. И вот здесь, что нам понравилось, места очень много. Мы хотели изначально купить машину в комплектации с 3-м рядом. Потому что подумали, что у нас вот как-то там свои еще кого-то подсадить. Ну, в общем, это все будет. Я не смотрел обзор этой машины, потом уже посмотрев эти обзоры, я понял, что хорошо, что нам досталась машина без 3-го ряда, потому что реально на 3-м ряду сидеть невозможно, как все говорят, и толку от него функционально мало. Ни дети там сидеть не могут, потому что они должны сидеть в сиденье, а сиденье там вообще не влезает. Ни взрослые туда вообще залезть не могут. Но что понравилось в этом багажнике? Во-первых, ну вот сейчас я начну его разбирать. Коврик. Еще красивый коврик. Сейчас мы это все испачкаем, конечно. Каждый из обзорщиков сказал, что вот здесь, ну, штатная шторка, которая стоит, закрывает багажник, она убирается в эту нишу. Да мне по барабану, куда она убирается, я вообще ее убрал сразу куда-то в сарай, и дальше больше не... Я не понимаю функционал этой шторки. В общем, ниша первая. Но никто не сказал, что в этой машине есть вторая ниша. Вот это. И эта ниша реально огромная. Если бы я знал о том, что здесь есть ниша, тогда, когда я собирался ехать в поездку вот по Европе, то я бы, конечно, ее использовал. Я о ней узнал случайно, когда мы уже собирались в обратный путь, и как-то что-то я там открыл и увидел, что место. А там реально место до хрена. Но не в этом дело. Да, мы его заполнили, потом использовали, но не в этом дело. Это место закрыто не просто нишей, а оно закрыто вот пенопластовой затычкой, которая, в общем-то, просто лишь выравнивает пол на уровень того,
уровня, когда они складываются вровень, все сиденья, да, то есть когда бы здесь стоял бы дротелят, это все бы сложилось и получилось бы ровно. Но и функционально она поддерживает эту полочку. Если ее отсюда убрать вообще, то вот эта вся ниша, а, собственно говоря, она высотой с треть, наверное, всего объема багажника, она еще добавит объема. То есть, в принципе, наши чемоданы, которые здесь стояли наверху, коляски и все остальное, они бы успешно туда в нишу упали бы, потому что запаска здесь вообще внешне находится. И багажник у нас был закрыт, вот, наверное, по уровень сидений. Так что не знаю, то есть, почему никто в своих обзорах не показывал эту нишу. Ну вот она есть, она очень удобная, и она реально прибавляет, ну, еще треть объема багажника точно. Ее функционально можно использовать в дальних поездках, когда очень много вещей. Так-то, в принципе, конечно, все вот это выравнивается на ровный вид, все красивенько, все они сделали такое все, не знаю, деревянное или пластиковое, но вот оно все сюда ставится на свои места, закрывается, и все будет хорошо. Мы, когда переезжали границу с Евросоюзом и Белоруссией, соответственно, с нашим таможенным союзом, как обычно, у нас же ничего ввозить нельзя, но какие-то там кусочек парашюта, оставшийся с Черногории, это все вот лежало там. И наши бравые, отважные таможенники решили посмотреть, что же семья с детьми перевезет через границу. И они решили поставить на нас эксперимент. Просканировать нас через сканер, которым сканируют фуры. То есть одни люди взяли какой-то там сканер, посмотрели и сказали, что у вас остаток взрывчатых веществ в машине. То есть машина новая, да, люди проехали всю Европу, туда в один конец везде опечатки въезда-выезда в Евросоюз. И не один раз. Обратно мы заехали туда. Вот видите, вы подозрения на террористы. Нам вскрыли всю машину и как раз вот открыли эту нишу, в которой у нас уже лежали вещи, да. Было очень интересно посмотреть на их изумленные глаза, когда вот я все вытащил из машины, вот вообще в ноль, а еще открываю нишу, а там еще есть. Они даже не представляли, что там что-то может быть. Вот. И благо, что я уже представлял и знал, что там ничего серьезного у меня нет, никаких гранат и всего такого. Ну, в общем, продержали нас, как обычно, 2 часа на таможне в родной Белоруссии, при этом все страны Евросоюза с выездом в Евросоюз и въездом мы проходили буквально за полчаса. Ну, кроме одной границы, которая вот была 9-часовая. А так, в родной Пенаты мы вот возвращались через сканер для грузовиков. Так что Белоруссии привет. Если захочешь спрятать в этой машине что-то, то вот, пожалуйста, там есть целая ниша, под которой можно спрятать оружие, наркотики и трупы. Багажник мне очень понравился. То есть вот никаких претензий к багажнику, к работе там вот этой всей хренотени, которая открывается и закрывается, останавливается, если надо, открывается. То есть, ну, вот все сделано красиво, все сделано по уму. Что, кстати, понравилось в эргономике, в аэродинамике вот задней части, что в целом, вот сейчас она такая пыльная тут, вот, но не более того, если машина едет с любой там городской скоростью, 50-60 км в час, ни дождь, ничего, ни грязь не попадает на стекло. То есть в целом стекло всегда чистое. Это очень приятная опция, это очень приятное, ну, то есть решение вот аэродинамики машины, потому что реально на многих машинах, вот, даже на наших предыдущих, стекло было постоянно грязное в любую погоду. Дождик, снег, не снег, пыль. Ну, то есть оно всегда, то есть завихрения потоков были такие, что оно всегда было грязное. Здесь оно всегда чистое, это очень приятно. То есть мы мыли машину буквально пару раз за ее 10-тысячный пробег. Также вот последнее по багажнику, что интересно показать. Мне очень понравилось, они сделали свои крепления для якоря детского сидения
оно стоит на сиденье, очень удобно пристегивается. Обычно, вот, например, там в других машинах мне приходилось тянуть его, этот ремень, вот это сиденье куда-то к какому-то крюку, вот из этих крепких крюков, которые здесь есть. То есть здесь вот прям специально для сиденья якорь цепляется в штатное место, которое они расположили. Очень понравилось, опять-таки, наличие очередной зарядки 12-вольтовой, 180-ваттной. То есть холодильничек у нас было куда включить все время. То есть, ну вот молодцы. То есть количество зарядок в этой машине реально грамотное. Оно не большое, не маленькое, оно реально грамотное. Спереди там две, ну, с нюансом, который я говорил, что одна бывает работает, точнее, не работает в режиме двойной зарядки, она работает либо беспроводная зарядка, либо прикуриватель штатный 180-ваттный. Потом задний ряд тоже две зарядки, они USB-шные, но они мощные. И вот здесь еще одна зарядка. В европейской версии, в одном из обзоров европейских версий, я видел, что у них еще есть и розетка на 220 вольт. Здесь ее нет, ну, к сожалению, хотя было бы здорово. Ну, в общем-то, наверное, о багажнике и все. Вот эти коврики нам дали штатно в придачу. А если не ошибаюсь, вот эта корыца резиновая нам подарили. Как, в общем-то, и несколько опций. Несколько опций, которые... это были подкрылки, если не ошибаюсь, какой-то антикор, там, днище, сигнализация, защита переднего радиатора, как сеточка там была, вот все в подарок шло. Ну и что мы сами, наверное, сюда дополнительно поставили, это вот, как они называются-то, дефлекторы. О! И вот, и, наверное, единственная опция, которую мы добавили сразу, она вроде как не идет штатно, ну даже не вроде как, а она не идет штатно, это вот дефлекторы на стекла. Очень удобная, по крайней мере, нам показалась очень удобная опция. В дождь, в снег никто не курит, но вот проветривать салон все равно приятно, когда воздух не только через климат-систему проходит, а заходит через стекла. Вот приоткрываешь, в дождь, снег, и ничего не капает в салон. Поэтому дефлекторы вот мы поставили сразу же. В общем-то, больше мы ничего с этой машиной не делали. Ездили. Ну и на текущий момент у него пробег 9 с небольшим тысяч километров. Я, наверное, на этом свой рассказ о ней закончу. Но машина остается в моем владении, это наша машина. Никому ее возвращать не надо, поэтому впереди вполне возможно я сделаю обзор на визит наш к дилеру с теми вопросами, которые у меня возникали по ошибкам, которые высветились вдруг ни с того ни с сего. То есть ошибка «замените двигатель» была. Потом о том, что надо обновить навигацию. И самое главное, что надо поднять фары и включить функцию просмотра знаков, номерных знаков. То есть вот эти все вещи надо приехать к дилеру и попытаться выяснить, что из этого платное, что из этого бесплатное, что они могут сделать, что они не могут сделать, что, в общем, этот визит как бы будет в скором будущем, может быть, досрочно, потому что мы не проходили нулевое ТО, мы то ли на первом ТО это сделаем, ну или съездим отдельно, как на нулевое ТО, просто показать машину. Тут же, вот в моем видении, как бы техническом, я бы, конечно, менял здесь маслица почаще. Вот единственный вопрос, когда у меня возник с этой ошибкой, я открывал капот, и первое, что я проверил, это масло. Ну вот, как бы я привык всегда проверять масло на машины. Если хоть какая-то ошибка, хоть какая-то претензия, надо всегда проверить масло. То есть, если масло в моторе есть, она хоть как-то куда-то доедет. Если масла в моторе нет, она вообще никуда уже не доедет. Так вот, я достал щуп, и масло, конечно, очень черное. Я понимаю, что это дизельный мотор, я понимаю, что у него масло черное, это оно буквально через 500 километров становится. Но вот именно поэтому я хочу менять в этой машине масло чуть почаще. Мне машина очень понравилась. Я думаю, что мы на ней будем ездить, по крайней мере, весь гарантийный срок, это точно. А гарантийный срок у них анонсируется как 5-летний. Я, правда, честно говоря, не читал подробную инструкцию, на что распространяется гарантия, то есть на какие-то узлы и агрегаты, или это общая гарантия на все узлы и агрегаты, на все возможные вещи, то есть 5-летняя.
Надеюсь, что на все, конечно. Ну вот во весь этот срок эксплуатации я надеюсь, что я буду делать какие-то отчеты об этой машине. По крайней мере, мне машина очень понравилась. Со всеми нюансами, которых не так уж и много. Все они спорные, но, как некоторые говорили в своих обзорах, когда уровень машины поднимается, к ней становится больше претензий. Все хотят увидеть в этой машине еще больше. То есть, если бы не было бы ничего, все бы так и относились. Ей ничего нет, и все нормально. А вот в машине все больше и больше, и все хотят, чтобы это все работало все лучше и лучше. Поэтому, конечно, начинаются претензии к качеству тех или иных узлов, тех или иных решений, тех или иных визуальных, любых вопросов. Так что, в целом, если вам понравился мой этот рассказ о машине, пишите комментарии, рассказывайте. Может быть, я вообще обзорщик в душе, и мне надо сделать обзор на другие машины. Присылайте свой вариант, каких машин вы хотели бы сделать. Присылайте свои проекты. У меня сейчас много каких-то проектов, о которых я могу рассказать. Если, конечно, вы считаете, что я обзорщик в душе, и вам этот рассказ понравился. Если вам не понравился, ставьте дизлайк и ставьте их как можно больше. У меня будет много просмотров, и я буду этому еще больше рад. Ну, а на сегодня я закончу. Как обычно, прошу вас подписаться на мой канал, если вы не подписаны, поставить мне лайки или дизлайки. Главное, что-нибудь поставьте. Мне надо понимать, что вы чувствуете. Вам нравится или не нравится. Посмотрел и выключил, это не то. Поставь дизлайк и будь доволен. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.